Приветствую всех! Меня зовут Наталья, и сегодня готовлю 3 блюда из свиного языка. Язык ошпариваю кипятком и варю 2 минуты. Сливаю первую воду и промываю язык от пены. На дно кастрюли кладу нарезанный лук, сельдерей и морковь. Добавляю 3 гвоздики, 1 перчик, листья розмарина, лавровый лист. Есть другой способ приготовления языка. Его заливают холодной водой, но тогда бульон будет более насыщенным и может получиться непрозрачным. Свиной язык не очень большой, поэтому готовлю 5 штук. Насыпаю крупную соль и заливаю крутым кипятком. Язык получится более сочным, а бульон прозрачным. Варю на небольшом огне примерно 80-90 минут. Крышку никогда не закрываю. Готовый язык кладу в холодную воду с кубиками льда и даю полностью остыть. Чтобы бульон получился прозрачным, есть маленькая хитрость. Взбить белок с солью до получения пены, закипятить бульон с белком, затем процедить через плотную ткань. Сливаю бульон в отдельную кастрюлю, морковь использую для украшения заливного языка. А из бульона приготовлю 3 блюда. 3 грамма желатина заливаю холодной водой и отставляю в сторону. Языки тщательно очищаю от шкурки. Говяжий язык чистится гораздо проще, потому что шкурка более плотная и она снимается одним полотном. Свиной язык надо чистить аккуратно. В 350 грамм бульона ввожу желатин и размешиваю до полного его растворения. Язык нарезаю ломтиками, толщина ломтиков на ваше усмотрение. Раскладываю в блюде, украшаю морковью и заливаю бульоном. Поправляю ломтики языка, чтобы их полностью укрыл бульон. Таким образом они не будут сохнуть. Украшаю листьями петрушки и ставлю в холодильник на 3 часа или на ночь. Из кусочков языка приготовила лапшу с бульоном и сыром. Через 2 дня из остатков бульона я приготовила очень вкусный борщ. Вот так у меня получается сразу 3 блюда из свиного языка. Приятного аппетита!